Горная охота для нас – это не добыча, не трофей, а это прежде всего это путешествие. Это возможность перебороть самого себя. Сейчас поднялись наверх, преследуем группу туров. Трофей это является просто уже конечным результатом огромной проделанной работы. Снаряжение готово. Можно отправляться в путь. Мы двигаемся по территории Краснодарского края. Погода отличная. На улице жарко, но уже чувствуется, что приближается осень. Въезжаем в Карачаево-Черкесскую республику. Видны уже предгорья. Река Кубань. Мы сейчас продолжаем свой путь к верховьям реки Кубань. Там у нас будет как раз таки проходить охота. Поселок Эльбрусский. На нашем пути исследования. Верховье реки Кубань. Мы видим слияние двух рек. Вот там идет река Учкула, вот здесь река Улука. И вот в этом месте они соединяются и образуют реку Кубань. Начинается подъем. Базовый лагерь. Сейчас приехали на место пристрелки. Я уже отстрелялся. На 100 метров попадания в десятку. Также там вот мы видим вверху камень 300 метров. Было произведено точное попадание. Добрый вечер. Мы находимся на месте перестрелки. За мной сейчас мой партнер пристреливает оружие. Дистанция 100 метров и 300 метров. Отлично. Можно двигаться дальше, подниматься выше. Только начали подниматься вверх. Эдик Би заметил стадо туров наверху. Мы остановились, нашли их в трубу, рассматриваем. Порядка 13 особей. Неимоверная красота, грациозные животные. Вот там сейчас стадо туров. Наблюдаем за ними в трубу. Наш подъем на базу продолжается. Уже стемнело. Какая температура? 17. Температура показывает 17 градусов. Прохладно. Поднимаемся наверх. Поднялись мы в базовый лагерь. В совокупности с Краснодара до самого верха дорога заняла у нас порядка 9 часов. Не спеша, спокойно, с остановками мы прибыли в базовый лагерь.
Сейчас будем разгружаться, располагаться. В дальнейшем более подробно покажу, какие здесь условия, насколько здесь комфортно. Сегодня первый день охоты, 4:30 утра, прохладно. Инвентарь весь загрузили в автомобиле, пьем чай и выдвигаемся. Провели утреннюю разведку, первый день охоты, видели большое количество самок туров. Нашли группу туров. Больших самцов пока не заметили, они, видимо, еще гораздо выше. 8 самок. Медведь? Да, медведь. Куда-то он спрятался. Под этим другим. Также видели медведя. Большое количество зверя, очень красиво. Неимоверное настроение от гор. — 7:53, становится уже теплее, и Дикпи сегодня показал нам свои угодья, их малую часть, которая уже впечатляет. Здесь есть зверь, его много, это все говорит о том, что хозяин этих угодий грамотно следит за популяцией зверя. Дикпи, какой у нас план действий? Мы будем продолжать еще разведку, или мы уже на отдых и на вечерку поедем? А мы сегодня еще разведку поведем, чуть-чуть еще час постоим, еще посмотрим в разные стороны. И потом вернемся обратно на базу. Здесь какая у нас высота примерно? Высота здесь почти 20. 2000. Да. Как раз мы сутки побудем и адаптируемся для того, чтобы подниматься еще выше. Конечно. А на какую высоту мы планируем дальше подниматься? Мы планируем где-то на 3500. 3500. Планируем мы подниматься уже завтра рано утром. Завтра днем начнем. Днем начнем Чтоб восхождение. вечером мы могли дойти. Потом уже вечером посмотрим. С утра будем мы отсыпаться. Или с утра мы также поедем на разведку? С утра завтра. будем также на разведку. На разведку поедем. Да. На разведку поехали, позавтракаем, отдохнем и восхождение. Да. Вот Сколько времени у нас примерно займет восхождение, по твоей оценке? так. Ну, на лошадях, сперва на лошадях, потом пешком. Это где-то 3 часа. Отличные планы. Значит, давайте им следовать. Сегодня второй день мы находимся в Карачаево-Черкесии. Мы проходим акклиматизацию, готовимся к завтрашнему подъему к вершинам гор для поисков горных трофеев. Базовый лагерь у нас очень удобный, где мы имеем возможность хорошо отдохнуть, даже принять душ. Отличная кухня, замечательные условия для охоты, о которых можно только мечтать. Сегодня мы целый день любуемся горами, любуемся долиной реки Черенков. Неимоверная красота, просто вдохновляет на то, чтобы увлекаться, заниматься горной охотой.
сегодня планировали подняться на лошадях в горы с базового лагеря в палаточный лагерь. Посмотрим на погоду. Крапает дождь. Видим в горах немного туман. Цвета бы красный. Шашлык готов. Можно смело его уже снимать. Насколько он ароматный, красивый. Шашлык из тура. Сейчас снимем пробу. Замечательное продолжение сегодняшнего дня. Пойдем пробовать. Неимоверно вкусный шашлык приготовил Альберт. Пальчики оближешь. Очень вкусный, нежный. Говорят, что шашлык из тура не особо. Никому не верьте. Если готовит Альберт, то очень вкусно. Рекомендуем. Доброе утро. Сегодня третий день наш в Карачаево-Черкесии. Мы все так же в базовом лагере пока. Всю ночь, хотя перед сном ложились, было звездное небо. Всю ночь была гроза, сильнейший дождь. Утром проснулись, периодически идет дождь на вершинах гор. Видно, что выпал снег сегодня ночью. Здесь внизу буквально вот несколько минут назад, хотя вот сейчас солнышко, но мы видим у меня в ногах, вот прямо сейчас, это вот такой крупный град. Ну как горошины, может чуть-чуть меньше. Но мы не оставляем надежд, что будет небольшое просветление. Нам позволит подготовить лошадей, собрать снаряжение и подняться вверх в базовый лагерь, разбить его и готовиться к охоте. Вот что значит горы. Буквально 5 минут назад шел крупный град. Сейчас яркое солнышко, светлое небо над нами. Красота! Большая группа прям стоят на скальнике, прям в самом верху. Среди них есть и выдающиеся особи, которые заслуживают внимания особого. Очень красивые большие рога. Группа все самцы. Расстояние 5 километров, но очень хорошо видны рога. Насколько крупные.
Красивые животные, очень грациозные. Я не всех вижу, но я думаю, группа где-то порядка 15 особей. Еще неспокойнее этот ужас. И мы сейчас поднимаемся на машине до какого места? Километр. Это же уже долина, вот отсюда, это долина Черенков, да, называется? А дальше это долина Улукам считается? Или также? Это долина Лукан. А, вот это Улукам, а вот это Черенков, правильно? А за горой уже Лукан с той стороны. Здесь, смотрю, лиственный лес, да? А вот эта часть вся в долине Черенков, она больше хвойная. Вот здесь тоже получили с правой стороны. Тоже справа хвойная получается, а слева лиственная, да? Сколько они собрали сосуд где-нибудь, в других местах у них растет как положено. Есть для него благоприятные места там растет. Медведь вот здесь спустился вот так, и спустился и перешел на то ущелье. Днем, прямо к нему. Либей, а вот сюда спускается, когда именно уже заканчивается сезон, зимой там, в декабре, в январе, туры сюда? Или они сюда не спускаются до такой Нет, высоты? тут снегом закрыто все. Мгм. Тут травы нет внизу. Открытые места, склоны, вот там туры. Все время вот в скалах они. Рысь покоя не дает им. Постоянно гоняется за ними. Рыси много? Много. Какая речка Улукам и Черенков берет свое начало у подножия Эльбруса? Подножие Эльбруса берет, этот Улукам берет, Улукам, да? да. Но там есть еще притоки. Вот там, видишь, напрямую Хасан Койтурген, тоже приток. С правой стороны Казиятхан, ущелье, тоже приток. Хотитау с Эльбруса берет. Красивая долина очень. А как будет называться место, куда мы будем подниматься сейчас? У нее есть название или нет? Акбаши, А как переводится? Есть перевод? Белая гора. Домашний скот не беспокоит диких животных? Или они уже привыкли испокон веков? Они привыкли к этому. Даже вот здесь коровы орут. Рядом будут туры даже пастись, если будут. Они привыкли. Они Даже- с советских времен, да, здесь Да, выпасают скот? совсем. И яки ходят, и туры вместе ходят с яками, вот так тоже. Только их беспокоит медведь постоянно, этих коров. Спускаются медведи? Да не то, что спускаются, здесь переходят, ходят по долине. Они чувствуют, да, медведя и боятся? Конечно, вот один день я смотрел за волками ночью. Медведь пришел, зашел к коровам, чуть не поймал теленка, вот начал гоняться. Если бы не мы, сожрали бы сразу. Все, приехали. Будем теперь перегружать вещи, наш инвентарь, провизию на лошадей. И дальше наш транспорт — это лошади. Это мое.
Мы на высоте 2400. Говорим шепотом, потому что стадо яков огромное, выше нас, чтобы их не спугнуть. И полюбоваться ими, какие они красивые. Огромные животные, которые живут в горах. Сейчас поднимаемся все выше и выше. Горы — это что-то неимоверное. Захватывает дух. Камера, естественно, не передает того масштаба, той красоты, которая здесь есть. Но забываешь обо всем. Горы просто неимоверно вдохновляют. Они заряжают энергетикой. Это что-то неповторимое. Сегодня заканчивается третий день. Мы поднялись в базовый лагерь палаточный. В 400 метрах от нас скальник, где обитают тураи. Перекусили. Ложимся спать. Вот такие. У меня апартаменты. Рядышком. Разделся. Здесь есть инвентарь. Подушка. Матрас. Спальник. Завтра ранний подъем в 3 утра, чтобы по темноте начинать подниматься на скальник. Будем ложиться спать. Сегодня был подъем в 3 утра. Собрались и сразу пошли наверх, на скалку. Подъем, наверное, градусов 45, не меньше. Сейчас поднялись наверх. Преследуем группу туров, крупные туры. Перевалили вот туда вот, наверх, на ту сторону скалы. Если сейчас они сюда не придут, скорее всего, придется нам подниматься туда наверх. Пойдем выше. Подъем, конечно, тяжелый. Получается, вот это вот вверху ледники, да, правильно? Да. По хребту. Там граница проходит. Это получается Россия, Карачаево-Черкесия, а то Грузия. А какой регион Грузии? Звоните. Звоните. Альбрус. Сейчас где? Вот так, это Альбрус. Если на макушку поднимемся, мы Эльбрус увидим. Поднимаемся выше. Постараемся максимально быстро, насколько позволяет физическая подготовка. Потому что уклон порядка в среднем от 30 до 45 градусов. И, соответственно, много камней, травы. Приходится очень аккуратно подниматься. Но это гора. Пойдем выше.
Дистанция порядка 500 метров, 32 градуса уклон, небольшой ветер. Все, они скрылись. Скрылись. Один смотрит, один. Где стрелять, скажет? Не готов. Свистят уже, свистят. Вообще не дергайся. Сюда смотрит. Не-не-не, не дергайся. Сюда смотрит. Оттуда чуть выйдет. Попадешь. Если попадешь, стреляй. Давай быстрее уйдут. Давай, перезаряди. Сейчас направо смотрит. Головой направо смотрит. Направо смотрит. Головой направо смотрит. Головой наверх смотрит. Шлепок забыл только. И сейчас направо выйдет, по-моему. Они скрылись. Все уже они. Поднявшись на скальник, обнаружили даже, наверное, не одну, а две группы туров. Дистанция порядка 500 метров, 32 градуса уклон, небольшой ветер, был рассвет, но на этом склоне еще была тень, так что не сильно хорошо, конечно, были видны туры. Но все же первого стрельнули был стоячий, после произвели выстрел еще по одному туру. Он уже был в движении. Сейчас поднимемся, посмотрим, какие результаты. Красота неимоверная. Горы, наверное, ни с чем не сравнимы. Мы поднимаемся выше, смотреть, куда же были наши выстрелы, есть ли результаты. Сейчас находимся на высоте 3200 над уровнем моря. Наш палаточный лагерь находится на 2400. Соответственно, за ночь и утро мы преодолели вот такую высоту. Красавчик. Кубанский тур. Ух, какой тяжелый. Мощный, красивый зверь. Шишки какие, да, у него прям большие. Ну что, трофей кубанского тура добыт. Красивое животное. Заставил он очень серьезно попотеть, в прямом переносном смысле, чтобы его добыть. Трудовая тяжелая охота на него получилась. Так, самое интересное, это второй выстрел был сделан уже по уходящей группе туров.
по которому больше всего можно было бы сомневаться, что они уходили. И вот он здесь. А первый выстрел, который был сделан по стоячему туру, который внешне похож был издалека на среднекавказского, тот не лег на месте, а прошел дальше. И придется за ним еще дальше идти, его доставать. Огромное спасибо всем, кто помог в добыче данного тура. Прежде всего, это наш главный специалист по горам, по турам, Эдикби. Огромное тебе спасибо. Ты не представляешь, сколько времени я мечтал и готовился к этому. Ты помог осуществить мою мечту. Спасибо огромное. Ты настоящий профессионал своего дела. Умеешь доставлять эмоции на 100%. Это очень дорого. Ашай, огромное тебе спасибо. Без тебя бы не получилось. Ты помогал в подъеме, помогал на всех стадиях охоты. Спасибо тебе огромнейшее. Ну что, пойдем искать следующий трофей. Мы поднялись на вершину этой горы. Высота над уровнем моря 3376 метров. С этой стороны по хребту крутой очень склон. Даже можно сказать, что это обрыв. Мы понимаем, что тур смог перевалить хребет, но сразу свалился вниз. Сейчас будем по хребту обходить, спустимся в долину, пройдем по долине и пройдем вниз, будем искать тура. Дорога, конечно, повторюсь, очень сложная. Вот сейчас поднимались по вот этому скальнику, но красота неимоверная. Видны все горы. Захватывает. Это дает энергии и сил для того, чтобы идти дальше. Пойдем. Ищем максимально, насколько возможно, пологий спуск в долину. Будем искать там второй трофей. Сзади меня вы видите гору. Это Эльбрус. Ее ледники, покрытые снегом. Мы дошли в долину. Нам пришлось обойти большое расстояние по хребтам гор. И в долине нашли мой трофей, который был добыт первым выстрелом. Выстрел был такой же, как и в кубанского тура, в лопатку. Это среднекавказский тур возрастом 10 лет. Но неимоверно крепкое животное на рану. Попал по месту, но он смог подняться немного выше. Попытался уйти, но уже не смог и сорвался со скалы в пропасть. Рога остались целые при таком падении. Неимоверно грациозное, красивое животное, огромная база, что-то неимоверное. Природа здесь неимоверная, заряжает. Несмотря на огромные физические нагрузки, что мы с 3 утра как вышли, так и не перестаем, постоянно идем, благодаря огромному профессионализму егеря Эдикбия, нам не пришлось долго искать тура. Больше занимает время именно подойти в правильное место и потом добраться, забрать свои трофеи. Очень все на высоком уровне. Огромное спасибо. Как подъем, Антон? Крутой подъем. Идем вверх. Возвращаться будем в наш палаточный лагерь. Но еще дорога длинная.
Все еще 4-й день наш в Карачаево-Черкесии. Сегодня очень длинный день. Начался в 3 утра и продолжается. Еще у нас впереди спуск в базовый лагерь. Если успеем не очень поздно спуститься в базовый лагерь, соберем палатки и будем спускаться ниже, в основной лагерь. Но успели мы все, что планировали. Добыли и среднекавказского тура, и кубанского. Конечно, пришлось потрудиться в плане того, что среднекавказский тур упал со скалы, пришлось обходить, спускаться, потом подниматься. Но эмоции переполняют, энергии много, идем вниз.